Я долго думала, какую же тему выбрать для этого видео. И решила, что очень давно не было ничего новенького в рубрике Russian Listening and Slow Russian. И к тому же получила так много сообщений в Инстаграме с вопросами о карантине и коронавирусе в Украине, что решила ответить на все ваши вопросы и рассказать, как дела в Украине. Кстати, если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, то добро пожаловать в самое большое Инстаграм-сообщество изучающих русский язык. Итак, сегодня мы говорим о коронавирусе в Украине. Сразу скажу, что я на карантине с 21 марта. Это уже почти 4 недели. За это время я выходила из дома всего лишь несколько раз в магазин и к врачу. И один раз на прогулку в очень безлюдном месте. Очень многие мои друзья и родные тоже соблюдают карантин. Торговые центры, магазины одежды, кинотеатры, театры, кафе, тренажерные залы и многое-многое другое уже давно закрыты на карантин. Школы, садики, университеты ушли на карантин раньше остальных. Сейчас работают только супермаркеты, продуктовые магазины, больницы, поликлиники, аптеки, логистические компании, такси и все, кто как-то связан с продуктами питания. В ресторанах можно заказать еду с доставкой домой. В интернет-магазинах можно заказать все. Дефицита каких-либо продуктов нет. Можно купить абсолютно все, как и раньше. В аптеках есть все, кроме масок. Но маски есть везде, кроме аптек. Очень многие, кто потерял бизнес из-за карантина, занялись пошивом масок. Я тоже купила несколько масок, когда мой запас закончился. Вот как выглядят мои маски. Улицы города моют специальными растворами. Общественный транспорт практически не ходит. И нельзя, чтобы в одной маршрутке было больше 10 человек. Улицы города пустые, машин мало, людей мало. 95% людей, которые ходят по улице в масках. Между городами стоят блокпосты. Машины останавливают, и полицейские меряют температуру всем пассажирам. Иногда даже моют колеса автомобиля. Выехать и заехать в Украину можно только на частном автомобиле. Работает всего несколько таможенных пунктов. В некоторых больших магазинах на входе тоже меряют температуру. Во всех супермаркетах есть антисептик и одноразовые перчатки. Это все можно использовать бесплатно. Зайти в магазин без маски нельзя. На входе охранник проверяет всех.
и людям не рекомендуют посещать парки и леса. На сегодняшний день в Украине зафиксировано 3372 случая коронавируса. 119 человек погибли. 98 человек вылечились. Я считаю, что коронавируса в Украине можно было совсем избежать. Но я всего лишь учитель русского языка, а не большой и сильный политик. Это все на сегодня. Расскажите, откуда вы и как обстоят дела в вашем городе и в вашей стране. Соблюдаете ли вы карантин? И что для вас сложнее всего на карантине? Жду ваши комментарии и до встречи в следующих видео. Всем пока и всем здоровья!